Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как лечить ацидоз рубца у коров. Ацидоз рубца – это одно из самых массово распространенных заболеваний крупнорогатого скота, обусловленных нарушением правил кормления животных, несбалансированностью рационов или использованием кормов низкого качества. При ацидозе наблюдается высокая кислотность рубца pH 6,0 и ниже, связанная с избыточным образованием летучих жирных кислот и недостаточным выделением слюны. Есть два вида ацидоза – острый и подострый. Острый ацидоз более опасен, так как он бьет сильно и быстро, но он редкий. Подострый же развивается менее интенсивно, но он может проявляться часто и стать хроническим для животных, особенно для тех, которые содержатся в загоне. Ущерб от ацидоза рубца в том, что при его возникновении у животных снижается молочная продуктивность. Ацидоз крайне негативно влияет на работу репродуктивных органов и состояние конечностей крупнорогатого скота. Болезни копыт, особенно подострые ламиниты, основные причины недополучения молока от высокопродуктивных коров. Это связано с тем, что они стараются меньше стоять, соответственно меньше потребляют корма и не могут обеспечить свою потребность в питательных веществах в полной мере. При тяжелых формах ацидоз вызывает сильное воспаление и видоизменение слизистой оболочки рубца. Существует взаимосвязь между ацидозом, кетозом и потерей иммунитета. Как бороться с ацидозом у коров? Перво-наперво надо скорректировать рацион. Но я не буду сейчас останавливаться на подробностях этого вопроса, так как это рассмотрено в одном из предыдущих видео. Также напомню, что последнюю треть лактации депонирование белка и особенно жира протекает наиболее эффективно. Чтобы стабилизировать обмен веществ, рубцовое пищеварение и провести профилактику ацидоза снижает потребление животными концентратов кукурузного силоса и заменяя их большим количеством сенажа, сена или хорошей соломы. Ключевым фактором выздоровления животного является своевременная диагностика и вовремя начатое лечение ацидоза рубца у коров. Имеются следующие рекомендации для лечения данного заболевания. При легкой форме проявления ацидоза орально вводится сода пищевая 100 грамм утром с 500 мл теплой воды и 100 грамм вечером в течение 3-5 дней для создания нормальных каловых масс. Можно добавлять пенициллин 5-10 миллионов единиц, дрожжи 200 грамм, 1-2 литра молока. Применяют смесь натрия и калия гидроксида по 60 грамм, соды 600 грамм, кальция углекислого до килограмма. Все это разводится в 15 литрах воды и задается 2-3 раза в сутки. Применяется также буферно-солевая смесь сульфат магния 200 грамм или 50 грамм жженой магнезии. При лечении ацидоза применяет вскармливание больным животным лактата аммония 2 раза в день по 115 грамм, ацетата натрия по 450 грамм в сутки до исчезновения симптомов заболевания. Обычно курс длится около 5 дней. Как энергетик вводится пропионат натрия в дозе 60-250 грамм ежедневно в течение 10 дней. При тяжелом проявлении ацидоза делают внутривенные вливания. 5% раствор бикарбоната натрия 20-40 грамм. Это получится 400-800 мл раствора. И потом это вводится медленно вместе с 400 мл глюкозы 40%. Данную процедуру повторяют 3-5 дней до исчезновения клинических признаков ацидоза. Обязательно назначается диета, которая заключается в ограничении дачи концентратов патоки, свеклы. На выпасе необходимо вводить в рацион сено, солому, сенаж или силос утром перед выгоном на пастбище. Необходимо следить, чтобы процент концентрата в рационах был на уровне 35%, но не более 45%. Переход к скармливанию большего количества концентратов необходимо делать постепенно. И вообще это касается не только концентратов, но и любого другого корма. Нельзя давать корове при ацидозе чистую дробленку. Хотя дерть без ничего лучше вообще никогда не давать корове. Это нарушает пищеварение в рубце. Необходимо также тщательно следить за структурностью и влажностью корма и монокорма. Как я уже сказал, что в рационе коровы должны быть солома, сено с размером частиц 3-5 см в количестве 1-2 кг. В рацион также вводят живые дрожжи и лизунцы, а также буферные добавки, о которых я говорил выше. Это ацетат натрия, сода и другие. В последующих видео мы рассмотрим и другие заболевания, вызванные неправильным кормлением. А пока на этом все.
Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!